Всем привет, друзья! Сегодня пеку творожный пирог без муки с мандаринами. Пирог по этому рецепту получается очень ароматный, нежный и вкусный. Подходит тем, кто не переносит глютен. Для приготовления пирога не нужно прилагать никаких усилий. Он всегда получается. Изначально подготовим мандарины. Я использую консервированные. Чистый вес 175 грамм. Мне понадобится 2 баночки. «350 грамм мандаринов. И вот теперь нужно дать стечь лишние жидкости с мандаринов. Можно использовать любые другие фрукты по вашему вкусу. К примеру, чернослив, курага, яблоки, изюм. Теперь приготовим творожное тесто. Изначально нужно будет соединить сухие продукты. 40 грамм кукурузного крахмала. 2 пакетика ванильного пудинга. В пакетике 37 грамм. 2 пакетика ванильного сахара. В каждом пакетике по 8 грамм. 250 грамм мелкокристаллического сахара. Сухие ингредиенты хорошенько перемешиваю. И вот когда все соединилось, добавляю сюда 5 яиц. Все продукты для приготовления этого пирога должны быть одной температуры. Выливаю 250 грамм сливок. Сливки 30% жирности. На этой баночке сливки замерены в граммах. Сок одного лимона. В лимонный сок потерла цедру одного лимона. Все хорошенько соединяем. Добавляю 400 грамм творожного сыра. Один килограмм творога 20% жирности. И все хорошенько соединяю. Как только все продукты соединились, творожную массу нужно будет еще взбить где-то около 1 минуты. Долго взбивать не нужно. Тесто не должно насыщаться кислородом, иначе пирог при выпечке будет пузыриться и неравномерно пропекаться. Взбиваю на маленьких оборотах. Если
Если творожная масса хорошо перемешанная, процесс взбивания длится не дольше 1 минуты. Пирог буду выпекать в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Форма диаметром, прямоугольная форма, диаметром 32 на 22. Дно формы застелила пекарской бумагой, бока смазала растопленным сливочным маслом, вернее топленым сливочным маслом. Можете смазать обычным сливочным маслом или маргарином. Если нет прямоугольной формы, можно использовать круглую форму диаметром 28 сантиметров. И чтобы бортики у формы были высокие. Поверх творожной массы укладываю мандарины. У меня здесь 350 грамм мандаринчиков. Если вообще не любите фрукты, можно просто запечь творожную массу. Если вы сладкоежка и сидите, к примеру, на диете, но вам очень сильно хочется сладенького, тогда вот этот вот вариант для вас. От этого пирога не поправитесь. Он без муки. Очень хорош для мышечной массы, потому что вот здесь творожок и для костей, и для мышц. В общем, все здесь полезно. Ставлю в духовку. Вот, друзья, посмотрите, пирог достала из духовки. Какой он у нас симпатичный, очень ароматный. Теперь пирогу нужно будет дать хорошенько остыть. Я его отправляю в хорошо проветриваемое помещение и остужаю при комнатной температуре. Как только пирог остынет, его можно для стабилизации отправить в холодильник. Выпекала я его 45 минут при температуре 175 градусов и 35 минут при температуре 170 градусов. Обращайте внимание на особенности своей духовки, и пирог обязательно проверяйте на готовность. Я это делаю с помощью деревянной шпажки или зубочистки. По бокам пирог потрескался, это не страшно. Что это значит? Это значит, что я чуть-чуть перебила тесто, насытила его воздухом. Долго взбивать, как я и говорила, тесто не нужно. Но при остывании он осядет, и все тут хорошо, компактненько сожмется. Творожный пирог с мандаринами простоял всю ночь в холодильнике. А вот разрез нашего пирога, посмотрите,
Запеканка хорошо держит форму, в меру плотная. Мандаринки придают пирогу приятную кислинку. Вот этот творожный пирог с консервированными фруктами можно приготовить в любую пору года. Это настолько вкусно, что вы удивитесь, и у многих начнется настоящая творожная зависимость. Со знаком плюс получаем массу пользы, и пирог не такой вот калорийный, не поправляемся от него. Вот так. Так что непременно попробуйте испечь. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.